Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео будем делать декор в средиземноморском стиле из картона. Для работы нам понадобится гофрированный или любой другой плотный картон. И шаблон рыбки для вырезания. Его вы сможете скачать по ссылке в описании под этим видео. И чтобы фигурка была более прочная и больше напоминала деревянную, я вырезала две картонные заготовки. Кстати, удобнее резать картон не ножницами, а острым канцелярским ножом. Склеиваю детали между собой и также наклеиваю остальные объемные элементы. Более мелкие поверх крупных. Для того, чтобы закрыть срезы картона, нам понадобится финишная шпаклевка. Почему именно финишная? Потому что она очень мелкого помола, не имеет крупных частиц и при зашкуривании дает идеально гладкую поверхность. Нужно нанести минимум 2 слоя. Каждый новый слой нужно наносить после полной просушки предыдущего. Я хочу сделать свою рыбку состаренной, поэтому начинаю окрашивать ее до шлифовки. Сначала покрасила голубой краской и сразу же, не дожидаясь высыхания, бирюзовой. В некоторых местах краска смешивается и получается плавный переход цвета. Вот так рыбка выглядит после высыхания и зашкуривания мелкозернистой наждачкой. Как видите, краска в некоторых местах стерлась до слоя шпаклевки. Коричневой краской крашу область вокруг глаза и провожу полоски к хвостику. Плотным слоем прокрашиваю только коричневые части, а на остальную рыбку наношу ее полусухой кистью. И после того, как краска высохла, по желанию можно покрыть акриловым лаком. Я выбрала глянцевый. Для подставки беру деревянный брусок. И его точно так же, как саму рыбку, крашу 2 оттенками краски. Зашкуриваю и наношу немного бронзовой. Вклеиваю деревянную шпажку, крашу ее в цвет фигурки и покрываю лаком. А теперь приступим к морскому коньку. И для него, помимо картона и шпаклевки, понадобятся всевозможные морские камушки, бусинки, стеклышки, в общем, что подскажет вам ваша фантазия. Начинаю делать фигурку конька точно так же, как начинала делать рыбку. Склеиваю между собой 2 картонные детали. Мы с моей дочерью настолько любим море, что каждый раз мы не можем удержаться. Насобираем целую кучу стеклышек, всяких ракушек и везем это домой. Муж ругается, но тащит чемоданы. Наверное, многим эта ситуация знакома. Дети навезут стеклышек, камешков, потом они валяются по всей квартире, не знаешь, куда их деть. Так что, наконец-то, я придумала, куда их применить. Я постаралась подобрать стеклышки, чтобы они по цвету и по размеру сочетались между собой. Выбирала самые маленькие, для того, чтобы можно было их легко разместить на таких тонких деталях. Теперь получившуюся мозаику точно так же покрываю 2 слоями шпаклевки и даю просохнуть каждому слою. После чего зашкурила мелкозернистой наждачной бумагой, для того, чтобы стеклышки в некоторых местах проявились. В качестве основы я выбрала темно-синий цвет.
Ну а уже вторым слоем наношу ту же бирюзовую краску, которую использовала для рыбки, для того, чтобы декор лучше сочетался между собой. Бирюзовой краской крашу только до середины, а вот нижнюю часть и краешек гребешка крашу светло-желтой. И пока краска окончательно не высохла, стираю влажной тряпочкой ее с камешков. Сверху покрываю глянцевым акриловым лаком и для блеска я добавила туда капельку серебристой краски. Конька я сделала и довольно долго не могла придумать для него основу. И потом попалась на глаза мне крышечка от мороженого. У нее есть бортики, и из нее можно будет сделать объемную рамочку. Белый цвет мне не подходит, все-таки у нас морская тематика. Я покрасила ее в синий цвет. Пока она сохнет, займусь декором. Собрала веточки кудрявой ивы и обрачиваю их воздушным пластилином. Подходящего оттенка у меня не было, и поэтому после высыхания просто крашу их в более светлый цвет. Вклеиваю кораллы и остальную крышечку засыпаю разными стеклышками и ракушками. Окошко, которое будет закрывать рамку, решила сделать из матового пластика, чтобы просматривался только силуэт кораллов. Теперь приклеиваю крышечку на круг большего диаметра. А из тонкого картона нарезаю небольшие полосочки, где-то сантиметр шириной. Поторопилась я заклеить крышечку, неудобно мне будет теперь приклеивать наши лучики. Пока отклею, отложу ее в сторону. Приклеиваю картонные полосочки, как лучики, по всему внутреннему кругу и загибаю их у внешнего края. Точно так же заполняю и оставшиеся пустоты. Теперь оклеиваю бумажными салфетками, чтобы укрепить конструкцию и заклеить все щели. Теперь можно и весь декор вернуть на место. Декорирую получившуюся рамку точно так же, как и самого конька. Но на этот раз мне пригодились более крупные стеклышки и ракушки. И покрывать я буду стартовой шпаклевкой, ее использую для черновых работ. Видите, насколько сильно отличается ее текстура. Сразу убираю излишки влажной тканью, пока она не успела застыть. Так как шлифовать я ее не буду, потому что хочу сохранить эту крупнозернистую фактуру и неровности. У меня такая задумка. Рама будет напоминать морской песок с рассыпанным на нем ракушками. И
И у морского песка в основном более желтый оттенок. Мне нужна полупрозрачная краска, поэтому я добавила в нее немного акрилового лака и воды. И в некоторых местах прохожусь губкой с 2 оттенками песочной краски. Решила еще немного приглушить желтый цвет. На этот раз я лак заколеровала песочной краской. После высыхания цвет еще немного посветлел, и результат мне уже очень нравится, но чего-то еще не хватает. Думаю, косичка, сплетенная из джута, отлично дополнит панно. И на этом сегодня все. Если понравилось это видео, пишите свои отзывы в комментариях, мне будет очень интересно почитать.